Доброе утро, время 4:40, и мы выдвигаемся на новое место самоизоляции. Первая остановка. Заехали на заправку за кофе. Я думаю, наша дорога займет порядка 4,5-5 часов, и мы движемся строго на север. Ну а в какое место, я думаю, я расскажу по прибытии. Вышли на трассу Москва-Санкт-Петербург. Не перестаю удивляться этой трассе. Вот уже монтируют вышки сотовой связи. Когда только трасса открылась, если вы помните, в прошлом репортаже я ездил в Таллин через Питер, еще ничего не было, ни одной вышки. Точнее, вышки стояли, но ни одного ретранслятора не было. Сейчас уже вешают ретрансляторы, поэтому скоро полноценно будет работать вся мобильная связь. Я въехал в Тверь. Дорога заняла порядка, наверное, 2,5 часов. Машин очень мало. Средняя скорость получается 85-90 км в час, это по платке. Вот сейчас я вышел на трассу Россия, это старая Ленинградка. Она полупустая, реально полупустая, только изредка встречаются машины. Ну и повторюсь, сотрудников ГИБДД нет, никого не останавливает. Коронавирус хоть и процветает и бежит вперед, но машин не прибавляется. Вот мы въезжаем в Торжок. Да, люди здесь без масок. Вот стариннейший город. Вообще очень интересная у него история. А в каком году построен Торжок, ты знаешь? Вот, Торжок построен на рубеже 10-11 века. А почему называется Торжок, ты знаешь? Нет? Торжок — это в переводе торг. То есть это торговый город. Здесь были торговые палаты. Он стоит на дороге от Питера до Москвы, как сейчас мы песню слушали. И здесь всегда были купцы. И очень много было лавок ремесленных. Выехали из Торжка, из уникального города. Говорят, что он ровесник Москвы. Двигаемся в сторону Кувшиново. Дорогу от Торжка до Кувшиново и туда дальше в сторону Осташкова вообще идеально закатали. Вот если посмотреть, просто шикарнейшая дорога. Ее в прошлом году начали делать в мае месяце и, видать, к лету закончили. О, Кувшиново. А вы знаете, почему называется Кувшиново? Здесь жили предки Пушкина. Получили надел земли и организовали в то время на эти полученные деньги и землю фабрику по изготовлению бумаги. Соответственно, бумага это называлась сахарозаворачивательная бумага, если я ничего не путаю. Дочь наместника, которая возглавила спустя 30 лет вот эту фабрику, начала здесь активное строительство. Начала расстраивать этот маленький городишко. Да, ну вот, кстати, он уже закончился, он просто очень широкий. Начала застраивать, строила школы, строила новые дома. Причем это, наверное, в то время появилась первая ипотека. Она давала своим рабочим, кто работал на фабрике, беспроцентные кредиты на строительство жилья. И чем больше она управляла этой фабрикой, тем больше получался доход. И тем богаче становился этот маленький городишко. Сюда стали тянуться люди. Но все кончилось во время Великой Октябрьской социалистической революции. Все национализировали, и госпожа Юлия Кувшинова уехала за границу. Собственно, там ее след и теряется. А Кувшиново до сих пор как процветающий край Тверской губернии. Фабрика-то сохранилась и работает до сих пор. Позади первая заправка. Я бы сказал, именно уже до заправки, потому что на той, где я до этого останавливался, я всего лишь искал, чтобы проверить колеса, накачаны или не накачаны. В лодку влезло порядка 50 литров, бак 90. Ну и сюда тоже 50 залезло. Ну все, дорога кончилась. Выехали со Осташкова. Такое ощущение, что ее воробьи склевали. Вон едем со скоростью 30-40 км в час. Сплошные выбоины. Впереди лесовоз. Никак не можем его обогнать, потому что реально огромные вообще какие-то ямы.
вырубает леса. Был лес, а стало хрен поймешь чего. О, какие! Сделали мост. Это был военный, просто маленький бревенчатый мост через такую реку. И тут машины не вброд пересекали. Да чё ж красивая Русь, матушка, лес. Нашли заброшенную деревню по пути. Уже люди, наверное, давно не живут. Решили посмотреть, что здесь. Ну да, сгнившие полы, в общем-то, ничего интересного. Да, жалко. Какие избы раньше были. Это, скорее всего, наверное, была баня. Да. Еще дома. Вон, заброшенный даже каменный дом. Вот мы сейчас проезжаем. Вот видно, даже окопы после войны остались. Сторожилы, вон, воронки после взрывов. Вон воронки. Сторожилы леса говорят, здесь серьезные бои были. Вот о чем я и говорил. Мост. Опять река, как вот в предыдущей был в деревне. Просто бревна наброшены. Бревна набросали деревенские. Раньше просто проезжали по ручью, ничего страшного. Вот она. Тихо, 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 тихо. Не гони, говорю же, слышь? Будем плавать на матрасе. Не гони, говорю же. Там 1,5 тонны сзади трясет. Все, добрались. Водоохранная зона. Начинаем разгружаться, и сегодня будем уже начинать ловить. Хочу показать, вот так вот выглядит машина вместе с лодкой. Ну, наверное, ничего нового вы не увидели, кроме того, сколько грязи на наших колесах. Потому что действительно путь через лес занял порядка 20 километров, от 15 до 20. Сейчас ставим эхолот, заряжаем удочки и начинаем самоизоляцию на озере. Буду говорить по старинке. Удочка на самом деле это спиннинг. Значит, первый спиннинг я собрал. Второй сейчас собираю. Время сколько? 4. Ну, я думаю, 4-5. Это как раз сейчас вечерний клев. И надо какой-нибудь такой более глубинный воблер. Мы на воде. Вот оно, прекрасное это озеро. И мы на рыбалку. Прибавляем. Глубина 3,2. Скорость 15. Идем по приборам. Ну что, едем на глубину. Сейчас начнем закидывать. Я думаю, порядка 12, наверное, метров воблер, или от 7 до 12. Попробуем поймать щуку либо судака. Это вечерний клев. Это самоизоляция 2. Первый этап мы прошли, а это второй. Ну что, мы продолжаем ловить. Уже закат. 5 часов. 14 метров глубина. И потихонечку начинаем троллить. Уже второй заход мы идем. Туда-сюда делаем. По метров 200 вперед-назад. Святой остров. Тик-тик-тик-тик играет воблер. Воблерочек наш играет. Вообще офигенная тема рыбалка. В прошлом году мы поймали здесь, наверное, 5 щук и 5 судаков. Причем половину из этого отпустили. Домой привезли только 2 щуки, 2 судака. Закоптили щуку судака, и щуку судака привезли простыми.
Подвожу итоги. Одна щука, один судак. Пока больше ничего. Но мы были, честно говоря, на большой глубине 14 метров. Завтра пройдем вдоль берегов. Наверное, это будет лучше, потому что все-таки рыба стоит вдоль берега, наверное, на нересте. Ну что, мы подъехали к самому святому месту. Первый день не подошел к концу. Отловились. Все, нога сломалась. И это пиздец. Давай потихоньку. Всем доброе утро. День 2, ровно 5 утра. Выхожу. Еще рассвета нет. Вот лодку уже я спихнул на воду. Сейчас буду потихонечку выходить. Ну что, навстречу рассвету. Ну вот пришли на точку. Сейчас попробую размотать спиннинги. Утки он полетели. Как некоторые говорят, обед полетел. Так, ну что, попробуем ловить на поппера. Так, ну что, пройдемся еще раз. Вон пищит, рыба есть. Глубина здесь пока большая. Сейчас вот мы вышли из заливчика маленького. Сейчас попробуем еще раз. Хочу показать, какая красота в округе. Вообще просто бомбически. А самое интересное, вот против солнца не буду снимать, а самое интересное, наверное, в этом, что ты один на этом водоеме. Такое ощущение, что он создан для тебя. Эти глухие места. Единственное, холодновато немножко, прям аж продрог. Немножко обманул, +1 градус и 8 градусов вода. Но ничего не поймали. Все, потихонечку выдвигаемся в сторону глубины. Рыба спит здесь. Вышли на глубину 5,6. Чем дальше отмотаешь, тем больше погрузится. Ну, это общее правило, конечно, но посмотрим, что получится. Не поймал. Второй круг делаю на глубине, пока тишина. Походу просто один сход, наверное, был. Сильно потянуло спиннинг. И потом отпустила. Я начал сматывать, но отпустила. Надо на завтрак ехать. А то очень шторм усиливается. Дубль 2.
Едем опять. Ну вот, пробираясь к церкви, вы видите, какие здесь остатки боевых действий Великой Отечественной войны. Вот даже уже деревья выросли в этих больших окопах. Точнее, даже это, наверное, не окопы, это, наверное, воронки. Да, воронки от взрывов. А вот здесь, походу, была окопа. Да, вот. И вот с той стороны, если посмотреть, сейчас я расскажу немножко. Я вот приехал сейчас показать вам одну единственную в России церковь, которая сделана без единого гвоздя. Точнее, таких церквей-то много, но только это единственная, которая сохранилась в том виде, я бы сказал, даже в первозданном виде. Вот если посмотреть, она даже немножко наклонена. Вот если смотреть туда, Демьяновский котел, где немцев окружили, вот буквально, наверное, километров, ну, может быть, 70 отсюда, когда немцев окружили и не давали им оттуда выйти. Здесь была переправа на тот берег, был мост, который разбомбили, и вот на той стороне находятся бомбовозы. Это целые огромные повозки, когда немцы отступали, их, походу, наша авиация просто разбомбила. И вот стоят железные остовы сгоревшие, каски разбросаны. Но находимся мы с вами в поселке Ширково, Тверской области. Это церковь Иоанна Предтечи. Возведена она в 1694 году. Предание — это то, что из Новгорода шли люди, торговцы, несли две иконы. В том числе одна икона была Иоанна Предтечи. Они остановились в этой деревне на ночь. И после того, как они решили наутро тронуться, икону эту они поднять не смогли. На том месте, где они остановились, и был воздвигнут этот храм. Стоит видите, на огромных камнях. Непонятно, откуда такие огромные валуны здесь оказались. Это приблизительно такие же валуны, как на протяжении всего Балтийского моря. Основание, соответственно, церкви, как можно видеть, составляют бревна 70-сантиметрового диаметра. Чем выше они поднимают, тем надежнее конструкция. В настоящее время церковь не действующая. Ее, конечно, водят туда экскурсии, показывают, но ни алтарная часть, ни колокольня в настоящее время не работает. Вообще трудно себе представить, да? Деревня, наверное, ну сколько здесь? 10-15 домов, не больше. В войну, конечно, здесь было больше, но тем не менее люди смогли построить вот такой храм огромнейший. Такой не каждый день даже встретишь в Москве. То есть в Москве гораздо меньше храма. А вот в деревне стоит огромный кирпичный собор, практически собор. И в то же время еще вот эта деревянная церковь. Вот старая немецкая дорога, по которой отступали немцы. Вот она как раз ведет из Ширкова. Вот здесь вот, если увидите, стоят провода, столбы. Здесь был раньше мост, вот остовы остались. Вот и подошло к концу наше путешествие. Ничего не поймали, точнее поймали, но всего 2 рыбки маленьких. Сейчас пойдем смотреть тревожных кабанчиков. А после этого собирать лодку и уже готовиться завтра к отъезду. Кабанчик! 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 Без уха, прикинь, раненый. Вот и закончилось наше путешествие, наша рыбалка. Все, мы отправляемся домой. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, ставьте лайки. До скорого.